Once a jolly swagman camped by the billabong under the shade of a coolabah tree. And he sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a waltzing Matilda with Вот так me. начала я сегодня свое видео не просто так, поскольку песня, которую вы сейчас слышите, является неофициальным гимном Австралии. Эта песня была написана в 1895 году, и австралийцы считают, что она, как ничто лучшее, символизирует дух австралийцев. Итак, что стоит за словами этой песни? Песня о бродяге. Бродяга, который бродяжничал по стране в Австралии с мешком за плечами. Мешок называется Матильда, то есть вольсинг Матильда, ходить, бродяжничать с мешком. Итак, присел он под дерево вскипятить водички в своем котелке. Увидел овцу, поймал ее, посадил в мешок и хотел ее съесть, потому что был голоден. И вдруг появились 3 полицейских и владелец овцы. И стали просить этого бродягу открыть мешок и показать, что в мешке. То есть уличить его в преступлении. Он ни в какую не соглашался. В итоге он прыгнул в реку, утопился, дабы не быть арестованным, что показывает и символизирует австралийский дух, любовь к свободе, то есть предпочтение смерти тому, чтобы быть арестованным и быть в тюрьме. Вот такая вот история. Позвольте напомнить, из чего состоит Австралия, какие штаты и территории. Австралия состоит из 6 штатов. Западная Австралия, Южная Австралия, Виктория, Тасмания, Новый Южный Уэльс и Квинсленд. А также территории. Это северная территория. Здесь вот видите столичная территория. И здесь маленькая-маленькая территория Джервис-Бэй территория. Но сегодня мы будем говорить о штате вот этом Квинсленде. Штаты обладают собственной автономией, независимостью и гораздо свободнее, нежели чем территории. Территории все-таки подчиняются федеральному правительству и имеют меньше автономии. Штат Квинсленд является вторым по численности штатом в Австралии. И каждый штат в Австралии и территории имеет свою столицу. Итак, в Квинсленде столица Брисбен. Это как раз сэр Брисбен. Интересный факт, что каждый штат в Австралии имеет какие-то прозвища. Квинсленд имеет много различных прозвищ, и поэтому я хочу пройтись по всем им для того, чтобы рассказать немножечко историю эту и узнать факты об этом штате. Ну, а также понять, может быть, немножко, что такое Квинсленд по этим стереотипным прозвищам. Первое прозвище – это солнечный штат. Квинсленд называют солнечным штатом из-за теплого и солнечного климата. Получает большое количество солнечного света в течение всего года, особенно в южных, центральных регионах, что делает это привлекательным местом для отдыха и туризма. Большая часть Квинсленда находится в тропическом и субтропическом климате, что обеспечивает долгие, жаркие лета и мягкие зимы с обилием солнечных дней. Помните мое видео про Австралию, где мы встречались с Катериной Рассвет на Голд-Косте? Так вот, это одна тоже из причин, почему это солнечный штат. Потому что солнце встает достаточно рано, люди просыпаются рано. Много солнца в этом штате. Бананы Бендерс – это как бы сгибатели бананов. Дело в том, что в Квинсленде самая большая плантация бананов. И так шуточное название такое этому штату в связи с тем, что много работников именно на плантациях, вот на банановых, ну и, в общем, что они только умеют – гнуть бананы. Зачем их гнуть, я не понимаю, но вот так вот названо. Штат тростниковой жабы. Квинсленд называют штатом тростниковой жабы или жабы Аги из-за исторического события, когда в 1935 году в регион было завезено около 100 тростниковых жаб для борьбы с жуком-вредителем, который угрожал урожаем сахарного тростника. Однако вместо того, чтобы решить проблему с вредителями, жабы быстро размножились и стали серьезной угрозой для местной экосистемы. Тростниковые жабы не имеют естественных хищников в Австралии, и их ядовитые железы представляют опасность для многих местных видов животных, что привело к значительному изменению экосистемы. Сегодня они распространены по всему Квинсленду и в других частях Северной Австралии, и их численность продолжает расти, несмотря на усилия по контролю популяций.
Кстати, знаете, как усыпляют жаб? Их усыпляют холодом, кладут в холодильник. Вот посмотрите, вот на этой картине видно, как распространяются жабы по штатам. И посмотрите, 40-60 километров в год они распространяются все дальше за пределы Квинсленда. Прекрасный один день, идеальный следующий. Ну, этот слоган стал олицетворением идеальной погоды и невероятной красоты природы, которой Квинсленд гордится. Ну что, на этом я заканчиваю с прозвищами и перехожу к другим вопросам. Наверняка у вас ассоциация как бы Австралия, змеи и пауки. Да, у меня такая же ассоциация, в общем, была, но сколько раз я была в Квинсленде, я ни разу не видела живую змею вот так вот в живой природе, но я видела раздавленную змею, причем ядовитую, но так, по сути своей, змеи, в общем, так не ползают, я не вижу их чтобы они были, особенно в городах. Квинсленд является домом для 120 различных видов змей, из них 65% это ядовитые змеи. Вообще, в Австралии убивать, ловить и беспокоить змей без специального разрешения незаконно. Эти законы защищают все виды змей, независимо от их опасности для человека. Нарушение этих законов может привести к крупным штрафам и даже к тюремному заключению. Вместо того, чтобы убивать змей, австралийцы призываются обращаться к профессиональным ловцам змей, которые могут безопасно переместить животное в его естественную среду обитания. В заключение я коснусь немножко вопроса животных и птиц в Квинсленде. Символ Квинсленда – это коала. Кенгуру встречается повсеместно. Вот так на улице можно встретить легко кенгуру. Хотя вот это вот видео я делала в зоопарке. Вот такая балдежная кенгуру. А это белый ибис. Их называют такие помоечные индейки. Не знаю, почему индейки, но помоечные понимаю, потому что они настолько ворошат все помойные ведра, вот так запрыгивают на столы. Несмотря на их подмученную репутацию, мне все равно нравится за ними наблюдать. В Квинсленде очень много различных видов птиц. Я видела в живой природе и какаду, и радужных лорикитов, и кукабара, и сорок. И, конечно, забавно смотреть, как у всех разное время активности. Вот для вас я специально сняла, сейчас вам покажу лорикитов. Вот, если вы видите, вот они. Это лорикиты. В общем, сейчас время лорикитов. Вот сейчас вот 5:30 вечера, и лорикитам надо высказаться. Я думаю, что они, может быть, делятся какой-то информацией, что произошло. Я не знаю, но вот они в течение дня такого галдежа не было. А вот сейчас вот вечер, и вот сразу они появились. У каждого своя ниша. Но можно говорить бесконечно про живность, которая находится в Квинсленде. Но у меня столько нет времени, да и вам, наверное, скучно будет смотреть. Я закончу свое видео историей про сороку. Сорока, magpie, очень умная птица, но агрессивная. Когда период у нее гнездования, это весна, обычно с августа по октябрь, она становится очень агрессивной, поскольку она защищает свою территорию и нападает на людей и на животных. Вот я была атакована вот этой вот сорокой раз 20, наверное, когда ехала на велосипеде. Вот, видите, я сделала сейчас на такой медленной съемке. Она меня вот всю эту дорогу атаковала. Ну а здесь мне удалось заснять кенгуру, которая атакует тоже сорока. Видите, немножко удалось снять. Также сороки ведут себя не только в Австралии. Таких сорок мы имеем в Новой Зеландии, и они нас тоже атакуют в период своего гнездования, когда они защищают территорию. Вот карта, видите, где атакуют в Новой Зеландии эти сороки. Вот такие шлемы зачастую можно видеть на велосипедистах, которые помогают отогнать эту сороку. Ранее в видео я вам рассказывала о том, что новозеландцы зачастую переезжают жить в Австралию. Так вот, выбирают они именно штат Квинсленд, потому что он похож на Новую Зеландию, но гораздо теплее и климат мягче.
Ну, мой рассказ подходит к концу. Конечно, не смогу я все здесь осветить в этом видео о Квинсленде, но мне очень было приятно вам рассказать. Я надеюсь, вы получили удовольствие. Надеюсь, что-нибудь вы сегодня нового со мной изучили. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Пока!